Что если богатство – это не деньги, а способ быть в этом мире? Что если ты уже все, о чем мечтаешь, но продолжаешь жить, как будто это не так? Многие ждут: вот придут деньги, тогда я заживу. Вот появится успех, тогда и уверенность придет. Но Невил Годдард говорит: успех не приходит к тем, кто ждет. Он приходит к тем, кто живет так, как будто он уже с ними. Это не притворство, это выбор. Выбор жить с достоинством, с верой, с действием, независящим от внешнего. Это видео не о богатстве, оно о тебе, о той версии тебя, которая не ждет разрешения, чтобы начать быть тем, кто уже живет в изобилии. Ты не становишься богатым, ты позволяешь себе быть им. Закон принятия не о будущем, он о настоящем, о том, чтобы перестать ждать внешнего подтверждения и начать жить изнутри, как будто все уже сбылось. Ты не видишь богатства, ты смотришь им, ты не надеешься, ты действуешь. Мир постоянно зеркалит тебе то, что ты уже считаешь истиной. Не потому, что он справедлив, а потому, что он откликается на вибрацию твоего «я». Если ты живешь, будто ты в нехватке, он приносит тебе еще больше нехватки. Если ты действуешь, будто ты в изобилии, он подстраивается под это. Принятие – это не отказ от желания, это глубокое «да» тому, что ты уже являешься тем, кем хочешь быть. Не завтра, не когда получится, а сейчас. Кем ты себя ощущаешь, тем ты и живешь. Мир не отвечает на твои желания. Он отвечает на твою уверенность в том, что ты уже стал тем, кем хочешь быть. Финансовая идентичность – это не только то, сколько ты зарабатываешь. Это то, как ты разговариваешь с собой, как ты принимаешь решения, как ты смотришь в зеркало. Когда ты начинаешь думать, действовать и чувствовать, как человек изобилия, ты не просто играешь роль. Ты переписываешь сценарий своей жизни, ты не жертва прошлого. Ты автор новой версии себя. Не той, что живет по привычке, а той, что выбирает: «Я достоин, я могу, я уже в этом». Смена идентичности – это не маска, это возвращение к себе. К тому, кем ты был до всех, нельзя и не выйдет. Ты не играешь богатого, ты вспоминаешь, каково это – жить без страха. Без чувства недостаточно, без постоянного внутреннего сжатия. Когда ты начинаешь действовать, как будто у тебя уже есть все нужное, ты не обманываешь Вселенную. Ты синхронизируешься с ней. Может, на счете пока и пусто. Но внутри тебя может быть изобилие, уверенность, ясность, сила говорить «нет» тому, что не твое, и «да» себе. Представь себя через год. Через 3 он уже живет в достатке. Как он просыпается? Что чувствует, когда смотрит в зеркало? Какие решения принимает? А теперь задай вопрос, что мешает жить так уже сегодня? Может, не деньги. Может, просто привычка быть тем, кто боится. Разреши себе репетировать свою свободу. Каждое движение, каждое решение, как будто ты уже там, и тогда там начнет приближаться. Самые крепкие стены – те, что построены внутри. Не людьми, мыслями. Я не заслуживаю. Мне не хватает способностей. Деньги – это тяжело. Мы слышим это снова и снова. От родителей, от учителей, от прошлого. И однажды начинаем верить. Но ты не обязан жить по чужим установкам. Ты можешь спросить себя: эта мысль моя? Она помогает мне или сдерживает? Сознание – это почва. Если ты каждый день сеешь в нее страх и сомнение, что может вырасти. Но если ты начнешь выбирать новые семена, осознанно, терпеливо, с верой, ты увидишь, как начинает меняться все. Не снаружи, сначала внутри. Сила не в том, чтобы бороться со старыми убеждениями. Сила в том, чтобы перестать их кормить. Ты можешь сказать себе «я достоин изобилия» и повторить снова и снова, пока твой разум не начнет верить, пока эта фраза не станет твоей правдой. Слова – это коды. Они формируют реальность медленно, почти незаметно. Но каждый день ты либо строишь мост, либо рвешь его фразой, высказанной вслух или про себя. Когда ты говоришь «я не могу себе это позволить», ты не описываешь факт, ты подтверждаешь сценарий, ты ставишь точку там, где могла бы быть запятая. Слова, сказанные в состоянии страха, разрушают. Слова, произнесенные из ясности и силы, созидают. Ты можешь изменить внутренний диалог. Можешь каждый день выбирать новые формулы
Я притягиваю достаток. Я принимаю ресурсы с благодарностью. Я достоин. И пусть сначала это звучит неубедительно. Ты не должен верить сразу. Ты должен повторять. Слова, как вода, пробивают скалу. Не силой, а постоянством. Измени лексику, и изменится мир, в котором ты живешь. Потому что ты будешь говорить на языке, который открыт для богатства. Воображение — это не бегство от реальности. Это дверь в нее. Каждый раз, когда ты закрываешь глаза и ясно представляешь себя в новой жизни, ты создаешь след, новый маршрут в собственном сознании. Ты не фантазируешь. Ты репетируешь истину, которая еще не проявилась во внешнем, но уже живет внутри. Представь, ты идешь по своему дому, тепло, спокойно, все твое. В воздухе тишина, не от пустоты, а от завершенности. Ты ощущаешь благодарность еще до того, как получил. Это и есть акт манифестации. Не ждать, а чувствовать заранее. Чем ярче образ, тем ближе он к реальности. Чем больше эмоций, тем сильнее сигнал. Визуализация — это не как будто. Это вот это пространство, где ты учишься быть в согласии с тем, чего давно хочешь. И в какой-то момент мир просто догоняет тебя. Ты можешь говорить: «Я выбираю процветание», но если внутри тебя тревога, Вселенная слышит тревогу, она не слушает твои слова, она откликается на твои вибрации. Часто мы хотим одного, а чувствуем совсем другое. Это расхождение, и есть причина, почему желания не сбываются. Манифестация. Не магия, это согласованность мыслей, эмоций, действий. Ты хочешь богатства, а чувствуешь ли ты себя безопасно, думая о деньгах, или в тебе все сжимается? Здесь начинается настоящая работа. Не снаружи, внутри. Не бежать от страха, а встретить его, понять, откуда он, и заменить его не ложью, а новой правдой. Я могу доверять жизни. Изобилие безопасно. Я в союзе с возможностями. Когда чувства и действия начинают звучать в унисон, ты становишься магнитом, ты больше не ищешь доказательств, ты ими становишься. Манифестациям это не вспышка. Это огонь, который не гаснет ночью. Это теплое внутреннее пламя, даже когда снаружи шторм. Многие сдаются, потому что не видят результата сразу, потому что мир не спешит подтверждать их веру, но именно в этот момент решается все. Ты можешь ждать знак, а можешь стать им, можешь надеяться на перемены, а можешь быть переменой. Настойчивость — это не упрямство, это любовь к своему пути, это доверие, это повторение, даже тогда, когда кажется, что никто не слышит. Ты как садовник, сажаешь семя и не копаешь его каждую минуту. Ты даешь ему время, свет, заботу, и однажды оно прорастает. Не потому, что ты заставил, а потому, что ты остался рядом, верный. Путь к изобилию не прямой. Он дышит, изгибается и часто идет через тишину. Но если ты идешь, ты дойдешь. Все остальное — только вопрос времени. То, что ты впускаешь в себя каждый день, формирует тебя. Не за один вечер, но неизбежно. Ты можешь выбирать, чем кормить свое сознание. Тревогой, сравнениями, пустыми разговорами или вдохновением, смыслом, глубиной. Сознание — это сад. Если ты каждый день поливаешь, сорняки, они разрастутся. Но если ты начинаешь выбирать один подкаст, одно видео, одна мысль, которая наполняет, сад меняется. Это не про мотивацию, это про направление, про вибрации, в которых ты живешь, и еще про окружение. Ты чувствуешь, когда рядом с тобой кто-то верит в возможности или живет в страхе. Выбирай, с кем ты делишь энергию. Не из осуждения, из заботы о себе. Каждый день — это питание. Ты либо укрепляешь свои корни, либо размываешь их. Пусть все, что ты впускаешь, служит твоему росту, и тогда ты станешь не тем, кто ищет свет, а тем, кто излучает его. Изобилие — это не результат. Это вибрация, с которой ты входишь в день. Это не о том, сколько у тебя есть. Это о том, кто ты есть, когда все остальное замолкает. Представь, если бы у тебя уже было все, что ты так долго искал, как бы ты двигался, как бы дышал, о чем бы молчал. Ты
можешь выбрать жить в этом состоянии уже сейчас. Ты не ждешь внешнего, ты создаешь внутреннее. Каждое слово, каждое движение, каждая мысль, как подтверждение: «Я уже тот, кто живет в изобилии». И пусть это повторение станет якорем, не громким, не напористым, а тихим, как дыхание, как знание. Перед тем, как уйти, остановись на мгновение и напиши в комментариях одно утверждение, с которым ты хочешь войти в свою новую реальность. Просто одно, но свое. И пусть оно прорастет.